Five Nights at Freddy's началась со скромной игры 2014 года, в которой игроки управляли Майком Шмидтом, новым охранником в пиццерии Фредди Фазберс. В игре была простая механика, игрок должен был следить за камерами видеонаблюдения, чтобы не упустить из виду аниматроников, разгуливающих по ресторану. Если один из аниматроников подходил слишком близко, игроку нужно было закрыть дверь в комнату охраны, пока не стало слишком поздно. Благодаря жуткой атмосфере, зловещим, но в то же время милым аниматронным персонажам и скрытой истории, оригинальная игра мгновенно стала хитом. У франшизы есть свои взлеты и падения, но один аспект всегда выделяется на фоне остальных – уникальные и извращенные аниматроники, которые терроризируют игрока. Луна, которого иногда называют Мундропом, это половина воспитателя Five Nights at Freddy's Security Breach. Воспитатель состоит из двух разных личностей – Солнца и Луны. Когда горит свет, за дело берется Солнце. Солнце веселый и любит нянчиться с детьми. Когда свет гаснет, за дело берется Луна. Кажется, она запрограммирована следить за тем, чтобы дети высыпались. Однако Луна настроена недружелюбно. Когда Грегори встречает Солнце, оно предупреждает его, чтобы он всегда держал свет включенным. Когда свет неизбежно гаснет, появляется Луна и начинает преследовать Грегори по всему детскому саду. Луна настаивает на том, что непослушных детей нужно наказывать. В дополнение Security Breach руины, Луна полна решимости сохранить контроль над телом и не позволяет Солнцу вернуться. Кривая улыбка Луны и его агрессия по отношению к детям делают его неприятным противником, которого нужно избегать любой ценой. Фредди – единственный дружелюбный аниматроник в Security Breach. В отличие от остальных аниматроников, которые пытаются поймать Грегори, Фредди работает вместе с мальчиком и оберегает его всю ночь. Игроки задавались вопросом, станет ли Фредди компаньоном в дополнение руины. К сожалению, большую часть игры Фредди нигде не появляется. Когда игроки попадают в Phaser Blast, они видят на стенах предупреждения вроде «плохой медведь». Вскоре игроки встречают Глэм-Рок Фредди, но не таким, каким они его запомнили. В основной игре Фредди дружелюбный и веселый, но в руин у Фредди нет головы. Его нагрудник расколот пополам, а зазубренные края напоминают рот. Безголовый Фредди преследует игрока в Phaser Blast, и если ему удастся поймать его, то он съест его, скормив свою сломанную грудь. В отличие от основной игры Security Breach, Фредди один из немногих аниматроников руин, который действительно нападает на игрока. FNAF 2 представляет новую линейку ярких и красочных аниматроников. FNAF 2 – это приквел к оригинальной игре, но аниматроники в ней выглядят новее и дружелюбнее к детям. Они блестящие, более мультяшные и, что самое важное, чистые. Они действительно похожи на дружелюбных к детям роботов, с которыми родители хотели бы, чтобы играли их дети. В целом они выглядят гораздо менее зловещими, чем их собратья из оригинальной игры. Тем не менее, с той Чикой что-то не так. Ночью, когда ресторан закрывается и аниматроники начинают бродить по нему, Чика снимает свой клюв. Она также вынимает глаза, оставляя на их месте жуткие пустые глазницы. Кажется, она может видеть без глаз. Почему Чика добровольно избавляется от своих черт лица? Еще одна загадка. Тем не менее, из-за этого она кажется более сомнительной, чем другие аниматроники. Фокси – один из 4 аниматроников, который терроризирует Майка Шмидта в первой игре FNAF. Каждый аниматроник по-своему жуток, но Фокси вызывает еще больше подозрений. Фокси изолирован от остальных 3 аниматроников и вынужден выступать в одиночку в пиратской бухте, которая уже некоторое время закрыта. Фокси заметно хуже остальных аниматроников. Сквозь костюм лисы проглядывает большая часть его эндоскелета. Фокси также является самым опасным аниматроником в оригинальной игре. Игрокам нужно следить за пиратской бухтой. Фокси медленно выходит из-за занавеса и, выглядя невменяемым, соскальзывает со сцены. Как только он покинет пиратскую бухту, он помчится по коридору на полной скорости и сразу же убьет игрока, если тот не успеет его поймать. Если им все же удастся закрыть дверь, он будет колотить по ней, высасывая часть их драгоценной энергии. Эннард впервые появляется в Sister Location, который находится в Circus Baby's Pizza World. Circus Baby Pizza World, как следует из названия, является сестринской локацией по отношению к Фредди Фазберс.
Однако Эннард – уникальный аниматроник, поскольку он представляет собой объединение нескольких аниматроников из Circus Baby Pizza World. Если аниматроник выходит из строя, его отправляют в комнату для извлечения, где большая машина высасывает эндоскелет из оболочки. Из этих извлеченных останков рождается Эннард. Эннард имеет человекоподобную форму, полностью состоящую из проводов и других механических деталей. Каждая часть тела Эннарда восходит к одному из 4 основных аниматроников, выступающих в Circus Babies. Если от этого Эннарду не становится легче, то концовка игры точно заставит его понервничать. В конце игры главного героя отправляют в комнату выгребания, где у него выгребают внутренности. Эннард продолжает носить человеческую кожу как костюм. Олд Бонни – один из самых пугающих аниматроников во FNAF 2, и это о многом говорит, ведь их там много. Эта версия Бонни очень похожа на оригинальный дизайн Бонни из первой игры, однако у Олд Бонни нет лица и левой руки. Олд Бонни был выведен из эксплуатации и заменен игрушечным Бонни, но позже его восстановили и вернули на сцену в качестве оригинального Бонни из FNAF 1. Олд Бонни выглядит устрашающе, и во FNAF 2 он пугает одним из самых жутких моментов. Трудно поверить, что Олд Бонни был восстановлен настолько, чтобы стать Бонни из оригинальной игры. Теневые аниматроники — это теневой Фредди, теневой Бонни, теневой Баллун Бой и так далее. И у каждого из этих аниматроников жуткое, часто темное лицо того аниматроника, на основе которого он создан. Большинство теневых аниматроников пугает до дрожи или появляется так быстро, что вы не успеваете моргнуть. Некоторые из них — это пасхалки, например, теневой Фредди, появляющийся в комнате запчастей и обслуживания во FNAF 2. Эти аниматроники намекают на истинный ужас, лежащий в основе FNAF. Но их тревожный и зловещий вид делает их одними из самых пугающих во франшизе. Действие первых 3 игр FNAF происходит в каком-то коммерческом заведении. Действие первых 2 игр происходит в разных ресторанах Фредди Фазбер, а действие 3 в аттракционе в стиле дома с привидениями, основанном на инцидентах с Фазбер. 4-я игра меняет правила игры. Игроки управляют ребенком, которого терроризируют в его собственном доме. Этот мальчик стал жертвой жестокой шутки, из-за которой Фредбер раздавил ему голову. История мальчика рассказывается в мини-игры, которые проходят между ночами, но основной игровой процесс заключается в том, что мальчик отчаянно пытается не пустить кошмарные версии всех аниматроников в свою комнату. Эти кошмарные аниматроники – уродливые садистские версии оригиналов. У них множество ртов, полных острых зазубренных зубов, огромные когти и зловещие глаза. Марионетку преследует призрак первой жертвы Уильяма Афтона, Шарлотты Эмили. В отличие от многих других аниматроников, которые были утилизированы или переделаны, Паппет, появляющийся во FNAF 2, является оригинальной версией аниматроника. Она также является главным антагонистом FNAF 2. Игроки должны постоянно заводить музыкальную шкатулку, чтобы Паппет не выскочила из коробки. Если марионетка вырвется на свободу, игрок ничего не сможет сделать, чтобы ее остановить. Пока телефонный парень дает игроку инструкции о том, как вести себя с марионеткой, он комментирует, насколько некомфортно ему рядом с Паппет. Телефонный парень утверждает, что марионетка всегда думает и очень наблюдательна. Кукла выделяется своим садистским характером и тем, как она издевается над игроком в более поздних играх, такие как Ultimate Custom Night. Однако она защищает других аниматроников, то есть других убитых детей. Springtrap, он же Spring Bonnie, впервые появляется во FNAF 3 и является единственным аниматроником в игре. Все остальные аниматроники, которых видит игрок, это галлюцинации, и ни один из них не может убить игрока. Только Springtrap способен убить главного героя во FNAF 3. В Springtrap вселился дух Уильяма Афтона, главного антагониста всей франшизы. Афтон использовал костюм Spring Bonnie, чтобы подобраться к своим жертвам, но он и сам погиб в этом костюме, когда сработали пружинные механизмы и раздавили его насмерть. Даже после смерти Афтон управляет другими аниматрониками и наводит ужас на любого, кто слишком близко подбирается к истине.
Уильям Афтон, и следовательно Спрингтрап, самый страшный персонаж во всей франшизе, ведь он садист, убивающий детей и не дающий их душам обрести покой. Ну а на этом у меня все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в описании Twitch и все. Всем удачи и пока-пока.